Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами будем разбирать вот такой вот маленький и очень ажурный мотив. В первых видеокадрах вы видели шаль, связанную с таких мотивов. У нас с вами, вот сейчас вы видите на экране, схема расположения мотивов. И если мы с вами внимательно присмотримся, то вначале у нас идет соединение как бы с угла, да, до необходимой ширины шали. Там, когда мы дойдем до определенной ширины шали, у нас добавляется еще один маленький мотив. У нас с вами вот есть схема соединения, вы сейчас тоже видите на экране. То есть вся информация по работе с этим мотивом и именно с этой шалью у нас есть. Но пока я смотрела, в общем-то, нашлась мне эта шаль, я увидела вот такую вот кофту, как вы сейчас видите на экране. Это готовая вещь, я так понимаю, что это, наверное, какая-то дизайнерская, откровенно говоря. Я даже не обратила внимания, кто ее изготовитель, но глядя на эту кофту, я подумала, а почему бы нам вместо вот у нас здесь мысиком, да, впереди кофта оформлена как бы в виде ирландского кружева. Почему нам не сделать вот такой же, допустим, этот мотив, да, уголком, точно так же, как мы начинаем с вами шаль делать. Вот сюда будет соединяться второй, да, уголком оформить вот переднюю часть нашей кофты, а затем ее оформить уже другими более плотными мотивами. Это как бы один из вариантов применения. Да? Шаль, вот вставка в кофту, это может быть в конце концов соединенные между собой мотивы, да, и вот так вот мы потом можем соединить их в определенную кайму, брошь. Это может быть как декор в какое-то изделие для домашнего уюта, но это может быть и отделка и в платье, и в блузку. Поэтому, кому понравилась идея, присоединяйтесь, мы сейчас с вами разберем этот мотив. Вязать я буду с тонкой пряжи. Маркировку я ее вам сказать не могу. Вот она у меня вот так вот, видите, здесь нет никаких познавательных знаков. И крючок я взяла 1,1. Первая воздушная петля. И начало мы можем вязать с 6-7 воздушных петель. Так как дальше у нас с вами будет 12 столбиков без накида, для того, чтобы было более плотно набранное хорошо колечко, да, поэтому вот в зависимости от плотности вы можете подобрать то ли 6, то ли 7 воздушных петель. Мы их замкнули в кольцо. И я сделаю одну петельку подъема, заходим в колечко и вяжем 12 столбиков без накида. Вот так вот. При этом я прячу мой хвостик, который остался от набора. 12 столбиков я связала, и теперь в первую петельку, первый столбик зашла и связала соединительную петлю. И таким образом мы с вами завершили этот наш первый ряд. 1, 2, 3, 4. Это у нас столбик. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Расстояние между столбиками. 2 накида. Мы заходим в рядом стоящую петельку нижнего ряда или столбик, вяжем столбик с 2 накидами. 3 воздушных петли, 2 накида, и заходим в рядом стоящий столбик, столбик с 2 накидами. Таким образом мы должны с вами связать 12 таких столбиков. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков с 2 накидами. И последнюю арочку из 3 петель мы вяжем с вами вот как. 1 воздушная петля, накид, в 4-ю петельку подъема я зашла и вяжу столбик с 1 накидом. Вот так. С этой точки 1, 2, 3. Опустилась под арку.
связала столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Захожу в следующую арку, в нее столбик без накида. 1, 2, 3. Под эту же арочку столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим под следующую арку. Итак, мы с вами понимаем, что переходя из арки в арку нижнего ряда, мы вяжем с вами по 5 воздушных петель. А именно в самой арочке мы будем вязать арку из 3. То есть вот сейчас мы с вами перешли сюда. Арочка из 5 была у нас. Теперь у нас арочка будет из 3. 1, 2, 3. Зашли мы под эту арку столбик. И сейчас аркой из 5. 2, 3, 4, 5. Переходим в следующую. И так продолжаем по кругу. Обошли мы с вами, смотрите, вот по кругу. Вот получили вот такое вот колечко, да, с оборками. У нас осталась с вами последняя арка из 5 воздушных петель. Что мы с вами делаем? 1, 2. Я делаю 2 накида. Захожу под как бы первую нашу арку. 3, 4 и вот 5. Вот теперь мы с вами начинаем следующий ряд. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Заходим под нашу последнюю арку и вяжем недовязанный столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Опять-таки заходим под эту же арку. Следующий столбик. В итоге у нас должно получиться 4 столбика, но у нас есть петли подъема, поэтому нам нужно связать с вами 3. И последний столбик с 3 накидами. 1, 2 и вот 3. Теперь мы их должны соединить все вместе. Соединили и закрепили. Вот мы с вами получили первый, скажем так, лепесток. Далее 1, 2, 3, 4. Я запомню эту петельку. И теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот в первую нашу петелечку, которую мы запомнили, да, я зашла и связала соединительную петельку. Я держу мою петлю, и вот у меня получилась первая как бы пико. Теперь на схеме там показано в некоторых случаях 4, в некоторых случаях 5, но я для себя решила вязать по 6 воздушных петель. Вы можете определиться самостоятельно, сколько вы хотите. Ну, как бы, когда вот 6 для моего толщины нитки, видите, он вполне как бы приемлемо. Но если будет меньше, значит будет очень мелко. И вам хуже будет видно и сложнее будет вязать. Вот я вот захожу в наши, связала петельки, зашла там, где мы с вами соединяли, вот уже плохо видно, да? И я должна протянуть соединительную петлю через следующее наше пико. Опять-таки 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять я стараюсь здесь найти наши такие вот как бы поперечные, да, петельки, захватить вот их и протянуть соединительную петельку, чтобы получить вот это третье пико. Вот. Далее 1, 2,
3, 4, 3 накида. Далее мы с вами что делаем? Мы переходим с вами вот в следующую большую арку. Маленькую 3 пропускаем. Вот наша большая арочка из 5 воздушных петель. И под эту арку мы будем вязать 4 столбика с 3 накидами. Первый. В итоге, смотрите, мы с вами получаем один лепесток, второй, а между ними у нас вот такая вот арка, на которой расположены 3 пико. Посмотрим. Вот что мы с вами связали, допустим, один, второй, и вот такой вот, как бы, коронка такая, да. С помощью вот этого среднего пико, как вы видите, у нас идет соединение мотивов. Если говорить, что мы делаем дальше, 1, 1, 2, 3, 4. Запомнила. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы заходим с вами в петельку, которую запомнили. Вот наша первая. Далее 1, 2, 3. Я хочу сразу поговорить с вами по поводу соединения. Сейчас отъеду и немножко, чтобы вам было более понятно. Если мы с вами соединяем уголок, да, то мы вот сразу же можем соединять вот эти два и вот эти 2 пико. И у нас будет плотно соединено вот так. Я хочу показать еще центральный, как бы, мотив, поэтому я должна пропустить вот этот, допустим, или начать вот с этой третьей, соединить вот этот и это пико, а центральный у нас останется для соединения центрального мотива. Я соединю только 3, 4 уже вязать не буду, поэтому сейчас мы захватываем с вами вот среднее пико, связали здесь с вами 3, да, зашли, довязали еще 3 петельки. Вот наше было там, где мы соединяли пико. Сейчас подъедем, чтобы вам лучше было видно, надеюсь. Вот так. Да, ищем вот эти 2, как бы, поперечные, соединили. И дальше опять 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заходим в следующие, как бы, поперечные ниточки, да, вот они виднеются у нас. Зашли и протянули и завершили это пико. Далее 1, 2, 3, делаем накид и лепесток. Вот видите. И далее уже соединимся вот с этим лепесточком. Я довяжу до конца вот наш последний этот мотив. И уже встретимся, будем разговаривать по поводу центрального мотива. Соединились мы с вами 2 пико. Прошли все по кругу. Последние 3 пико и последние 4 воздушных петли и соединяем с вершиной нашего первого столбика вот так вот, вот так, и все, и теперь мы прячем ее и будем разбирать серединку. Серединку я тоже начинаю вязать с 7 воздушных петель и замыкаем в кольцо. Точно так же, как мы вязали с вами основной большой мотив. 1 воздушная петля и в кольцо тоже вяжем 12 столбиков без накида. То есть здесь у нас с вами идет повторение. Провязываем. 12 столбиков мы с вами связали, и в первый столбик зашли, связали соединительную петлю. Вот так. Далее 1,
2, 3. Это у нас с вами будет столбик. Одна воздушная петля, расстояние между столбиками, накид. Заходим в рядом стоящий столбик, вяжем столбик с одним накидом. Далее мы с вами вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я вяжу по 6 на схеме. Не совсем четко, но там где-то или 4, или 5. Смотрите сами. Я возвращаюсь вот в первую петельку и вяжу пико. Первое. После первого столбика. Далее 1, 2, 3. Это среднее пико, которое мы должны уже можем сразу начинать соединять. Видите, у нас здесь с вами вот соединено. Этот у нас должен остаться пустым, и соединение должно быть вот эти два. Поэтому там, где у нас осталось пустое в серединке, несоединенное, я протягиваю третью воздушную петельку, еще довязываю 3 и возвращаюсь, довязываю центральное или второе пико. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять-таки возвращаюсь и завершаю наше тройное пико, да? Вот так. Я делаю накид, захожу в рядом стоящий столбик, вяжем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, накид, вяжем с вами следующий столбик, второй. Давайте посмотрим, что у нас получается. Мы начали с вами вязать столбик 1, второй. Над вторым столбиком, между вторым и третьим, я сделала пико и соединилась его с мотивом. Теперь мы с вами связали, вот у нас третий, четвертый, и мы сейчас с вами вяжем пятый столбик. А вот уже пятый столбик, между пятым и шестым, будем делать пико и соединять его вот с этим готовым уже мотивом. Значит, я сейчас делаю еще одну воздушную петельку, накид, и вяжем еще один столбик. Если смотреть от начала вязания, у нас первый, второй, третий, четвертый, пятый столбик. Сейчас мы должны с вами перейти на шестой, но шестой у нас будет соединяться с пико. Я возвращаюсь. А я 3, видите, 4, 5, 6. Вернулась, сделала пико. Теперь 1, 2, 3. И вот теперь смотрим. Мы должны соединиться вот с этим пико. Заходим в него и завершаем вязать это пико между пятым и шестым столбиком. Я уже прошла, я соединила 3 моих готовых мотива, так как у меня четвертого нет, здесь остается пустое пико. Но еще раз хочу сказать, смотрите, первый столбик, второй, между вторым и третьим мы соединяемся первый раз. Четвертый, пятый, между пятым и шестым соединяемся второй. Далее седьмой, восьмой, между восьмым и девятым соединяемся третий раз. 9, 10, 11. Между 11 и 12 соединяемся четвертый раз. И теперь, когда мы с вами сделали вот последнее пико на 12 столбике между 11 и 12, мы заходим в третью петельку подъема и в итоге завершаем наш центральный мотив. Мы завершили и мотив, и в то же время мы соединили наши 4 мотива. Вот что в итоге у нас с вами получается. Даже очень похоже как бы на старинное кружево, да? И вы теперь можете соединять их как между собой,
да, без центрального, так и добавлять центральный, если нам где-то нужно что-то изменить по нашей выкройке, по тому изделию, которое вы придумали. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, а вам творческих успехов и до скорых встреч!